Итак, всем привет! Сегодня будем говорить про проект Кайф и, собственно, что он из себя представляет. Начнем с первого слайда. Что предлагает Кайф? Кайф создает протокол, который является, по сути, своей децентрализованной структурой архива данных. Проект используется в рамках своей идеи, точнее, использует R-Wave. R-Wave сводит людей, у которых есть свободное место на жестком диске, с теми лицами, организациями, которые необходимо постоянно хранить данные или размещать контент. Сообщество R-Wave создало полный набор инструментов и сервисов, которые позволяют запускать полностью децентрализованные приложения, работающие поверх этой постоянной сети. Простыми словами, весь поток данных, который нужно сохранить для последующего извлечения, проходит валидацию и сжимается в архив для хранения R-Wave. Когда это необходимо, данные извлекаются. В таком случае существует вероятность подделки данных или другие нарушения безопасности, для этого и существует Кайф. Он, как поставщик данных, направляет свои валидаторы для проверки архивирования определенного потока данных. Справа предоставлено схематическое изображение данного процесса. Как и в других поставщиках данных или оракулов, Кайф может быть настроен пул архивации, в котором будут храниться только нужные вам данные, в который вы можете вернуться в любое время. Как я уже упомянул выше, архивацию данных предоставляет проект R-Wave. В соответствии с их архитектурой, каждый пул предоставляет собой DAO, в котором путем валидации проверяется целостность и безопасность данных. Также пул может проголосовать за санкции, если найдет валидатора злоумышленника. И пул, в свою очередь, награждается токенами Кайф. Также любой желающий может финансировать или депонировать в пулы свои токены, и механизм схож с принципами работы Graph протокол и Flux протокол, но об этом, собственно, уже немного поговорим позже в других статьях. Итак, дорожная карта. Проект начинал свой путь с концепта и наработок в начале 2021 года и быстро нашел партнеров и собрал seed round. Все это можно посмотреть, как они двигались в течение 2021 года вот на данном слайде, на вот этой картинке. Ребят не теряли времени и запустили тестнет, добавив туда интеграции с другими проектами, и сейчас идет Intensivation, это стадия тестовой сети, и сеть готовится к мейннету. Слайд 3 – это инвесторы и интеграции, и для достижения своих целей и амбиций проекту необходимы инвестиции, и такой перспективный проект, как Кайф, получил их. Они завершили второй раунд финансирования, возглавляемый Permanent Ventures, Hypersphere Ventures и другими выдающимися криптофондами, такими как Vault Capital, Mechanism Capital, Coinbase Ventures и многими другими топовыми фондами. Также проект заключил партнерство и финансирование по разработке совместных, собственно, решений от таких компаний, как R-Wave, Avalanche Foundation, Interchain Foundation, NIR Foundation и Solana Foundation. И, собственно, в заключение хотелось бы сказать, что огромный потенциал проекта в области создания Web 3.0. Проект решает вопрос масштабирования при помощи оперативной обработки и хранения данных, и команда у проекта молодая, амбициозная. Ну и сотрудники с громадным опытом имеются. Возможно, именно идея и сплав качеств команды покорили сердца инвесторов, и у проекта сплощенная комьюнити, множество интеграций, которые не заставят усомниться в качестве этого стартапа. Советую следить за их социальными сетями, искать возможность внести свой вклад в постройку Кайф и всего Web 3.0. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео и пока.